Всем доброе утро. Сейчас 6 часов утра, и мы стоим на причале Вилково. Сейчас будем садиться на вот этот деревянный баркас, который позади меня, и плыть по дельте Дуная. Первое, что нас удивило, мы как будто попали в другой параллельный мир, в котором многие привычные для нас вещи выглядят совершенно по-другому. Представьте, чтобы сходить в магазин по делам или отвезти детей в школу, нужно воспользоваться не автомобилем, а лодкой. Тут вместо улиц каналы, а вместо тротуаров узенькие мостики. Обгон на дороге считается сложным маневром, а обгон на реке в узком месте – это целая процедура, так как помимо столкновения еще существует опасность опрокидывания самой лодки. Но благодаря действиям нашего капитана, первый обгон, который мы увидели на реке, был выполнен безупречно. Во всяком случае, так это выглядит в кадре. Наконец узкие каналы пройдены, лодка на большой воде, наш капитан и по совместительству очень интересный гид добавил газу, и мы устремились по Дунайскому биосферному заповеднику навстречу с нулевым километром. Тут надо сказать пару слов, почему нулевой километр, собственно, нулевой. Ведь обычно длину реки измеряют от истока до устья. Всезнающий Google однозначного ответа на этот вопрос, увы, не дал. Скорее всего, исчисление пошло от такого понятия, как речная миля, навигационного термина, определяющего положение объекта относительно устья реки. Сложно звучит, ну да ладно. Правда, широкая, изрезанная плавнями дельта реки все время порождает споры, а где же точно находится этот нулевой километр? На острове Анкудиново или возле румынского города Сулина? Да и сами воды Дуная тоже вносят сумятицу в этот вопрос, ежегодно нанося горы песка и ила, тем самым постепенно выдвигая дельту реки подальше в море. Скажем так, с достаточно приличной скоростью 40 метров в год. Так что условный знак нулевого километра со стороны Украины уже несколько раз переносили. Вот уже вдалеке появился заветный знак, но лодка из опасного течения, увы, вплотную подойти к нему не сможет. Так что дальше нам предстоит путь пешком. Наконец-то мы у цели. Можно выдохнуть, оглядеться, сделать дежурное селфи, полюбоваться окружающим заповедным миром, засунуть камеру в воду и расправить крылья, в смысле винты, для того, чтобы взглянуть на эту красоту с высоты птичьего полета. Главное, чтобы ласточки опять не устроили дебош в небе дрону.
Время в этом прекрасном месте дикой природы пролетело очень быстро. Наш ранний подъем окупился вполне. Мы тут были одни. И никто нам не мешал окунуться в этот удивительный мир слияния двух стихий. Но настало время проститься с этим сказочным местом и двинуться обратно в путь за новыми впечатлениями, ну и, конечно, приключениями. Тем временем навстречу нам стройными рядами потянулись различные лодки с туристами. Как там говорится, кто первый стал, того и завтрак. Но пока мы плывем в сторону заветного завтрака, я, пожалуй, скажу пару слов о том, на чем тут возят туристов. Это прежде всего различные деревянные лодки. Маленькие, чуть побольше, очень большие, просто большие. В общем, на любой цвет и вкус. Если хочется с ветерком, то вам точно тогда нужен катер. Ну а вдруг захочется чего-то большого, то тут ходят даже корабли. И, конечно, куда же без экзотических плавсредств. Вот экономическое средство передвижения на веслах. Наш рассказ был бы не полон без краткой зарисовки о жизни на воде. Как я говорил уже в начале видео, водный мир накладывает свой отпечаток на образ жизни. Вот этот отпечаток мы сейчас и поисследуем. Как вы уже поняли, на островах нет автомобильных дорог. Да что там дорог, нет даже электричества, газа и других удобств цивилизации. Единственным средством передвижения является лодка. На лодках доставляют продукты, строительные материалы, топливо. Тут даже таксисты бомбят на моторках. Раз вокруг вода, то несложно предположить, что одним из основных промыслов у местных это лов и обработка рыбы. Хотя нет, еще на островах занимаются сельским хозяйством. Плывущие по реке яблоки и помидоры вы уже видели. А вот плывущее стадо коров, увы, мы так и не засняли, так как со слов нашего гида, они дружно не плавают, а мирно пасутся на отдельном острове. Притом совершенно самостоятельно, а люди туда приезжают пару-тройку раз в день, чтобы их подоить. А еще в последнее время здесь начала развиваться туристическая инфраструктура. И городского обывателя уже не просто покатают по Дунаю туда и обратно, а еще вкусно накормят, предложат отдохнуть в комфортабельных, но экзотических условиях, устроят незабываемую рыбалку, ну и напоследок снабдят вином местного производства и рыбой, тоже местной. Время нашего путешествия подходило к концу. Лодка везла нас на причал Вилково, но там нас ждало еще одно маленькое приключение. Так что смотрите это видео до конца, а пока любуетесь пейзажами, можете поставить лайк. Если еще не подписаны, то и подписаться на наш канал. Оставалось 10 метров до причала, один местный шумахер решил проскочить на моторке между нами и самим причалом, при этом окропив нас и наши вещи водой из канала. Видимо, таким образом он решил посвятить нас мореплавателей, точнее речкоплавателей Дунаю.